Меня зовут Куралай. Сегодня воскресенье, я собираюсь на прогулку со своим другом Алишером. Я сейчас его жду возле его офиса. Салем, Салем! Работает в Amazon. Салем! Салем, вот он идет. Да, Красавчик наш. Привет. Халайсын. Да. Что, куда решили идти, гулять? Так, есть два места, куда можем пойти. Первое место это парк, вот прям здесь за стеной это есть. Ага, круто. Парк вдоль реки. И второе место это ехать в горы. Вот, выбирай, либо... Там, когда я говорю ехать в горы, я имею в виду кафешку. Там есть кафешка прикольным видом, короче. Вот, ты что хочешь, оба места или что-то из них? Оба места. Все. Тогда давай начнем с парка, и потом туда можно дойти пешком, и после парка можем поехать в горы, в эту Все, кафешку. давай, пошли. Классно. Пошли. Давай, Алишер, расскажем о тебе зрителям, познакомим тебя. Откуда ты родом, где рос, родился, учился? Хорошо, я родом из Казахстана, Акмолинская область. Вообще я родом с села. Вот село находится в Атбасарском районе. Тогда она называлась Новоалександровка. Сейчас я не знаю, как она называется, потому что она переименовалась многократно за всю историю. Вот, учился я в средней школе, Новоалександровская средняя школа номер 1. По-моему, сейчас их две школы, но тогда была одна. Она называлась номер 1. И я учился там с 1 по 8 класс. Вот. И потом после этого я поступил в школу-интернат в городе Степногорск. Там я учился с 9 по 11 класс. Просто так не поступить, надо сдавать экзамены свои какие-то по математике. Ну, смотря, они там определяли свой профиль, либо гуманитарный, либо математический. Вот, зависит от этого, ты сдавал экзамен. Ты поступал, ты учился. Вы знаете, вообще обожаю футбол. Я, честно говоря, не особо его... Давай продолжим насчет тебя. Давай. Ты учился в поселке, потом ты решил поступить в интернат. Это Да. было твое желание или родители так захотели? И вообще, как они относились к твоему образованию, мечтам твоим и амбициям? В школу я захотел сам. Вот, и я им предложил, и они меня полностью поддержали, за что я им, конечно, сильно благодарен, потому что обучение в этой школе было не бесплатным, хотя она была очень дешевым, но все равно я понимал, что это ударит по бюджету моих родителей, потому что у меня еще двое братишек есть, вот, и поэтому я понимал, что это будет им сложно, но я реально очень-очень сильно благодарен, что они все равно поддержали меня в этом плане и все равно отправили меня туда учиться, где я проучился 3 года, и я думаю, что на самом деле, благодаря этой школе я смог, я здесь сейчас, работаю в Амазоне, международной компании, то есть я думаю, все это благодаря тому, что я учился в той школе. И родители реально тогда поддержали, и это было очень здорово с их стороны. Ну, классно, я думаю, это еще не только благодаря школе, твоим Да. амбициям, Да, поддержке родителей, вообще все так сложилось. Ну, Да, классно, да. классно. Алишер, ты с детства мечтал работать или там представлял, что ты будешь работать в международной компании какой-то большой или никогда не думал об этом? На самом деле, мне кажется, когда тебе 15-16 лет, ты не сильно об этом думаешь. Я не знаю, как сейчас подростки, как они думают, но тогда вот я закончил школу 15 лет назад, тогда я вообще не представлял, кем я хочу быть, вообще не представлял. Но я понимал... Даже астронавтом не хотел быть. Честно, я хотел быть космонавтом, наверное. Вот, и все. И больше, таких других прям мечтаний не было. Вот, я понимал, что... Я просто пытался понять, что мне нравится, чем я хочу заниматься в этой жизни, и что у меня хорошо получается.
И тогда я понимал, что у меня хорошо получается. Ну, с математикой было неплохо, с физикой было неплохо, с химией было неплохо. И я чувствовал, что да, у меня это хорошо получается, тогда, скорее всего, мне нужно как-то с этим связать свою жизнь, с чем-то инженерным. Вот, и поэтому моя первая профессия была, мое первое образование было не на программирование, а было на инженера, на радиотехнику. Вот, то есть, вот тогда, даже тогда, хотя я понимал, что да, мне немножко нравится программирование, даже тогда я не понимал, что нужно мне идти на эту специальность, учиться на программиста, хотя мне тогда нравилось программировать. Но тогда мне не говорю, что это хорошая профессия, потому что, ну, реально, лет 15 назад никто об этом не трубили, все говорили, вот, высокооплачиваемая профессия, это надо идти в банк, быть банкиром или, не знаю, юристом, да, то есть тогда были эти популярные профессии. А вот именно никто мне не говорил, что вот если ходишь на программиста, что можно, ну, зарабатывать неплохие деньги. Вот, и тогда, то есть, я поступил на инженера, на радиотехника, и вот учился, я получил бакалавра, получил магистра по этой специальности. И вот только после окончания магистратуры я понял, что вот чем я хочу действительно заниматься, что я действительно хочу программировать. И вот тогда я уже понял, что все, больше я не буду учиться на инженера, не буду этим заниматься, я только сфокусируюсь на программировании. Вот. А насчет международной компании я вообще об этом даже никогда не думал, потому что когда я получал бакалавра, магистра в России, и тогда, на самом деле, вот я знал про такие компании, как Google, Facebook, Microsoft, конечно, ну, как и все знают, но я никогда не думал, что в них вообще можно работать. Я помню, была интересная история, в 2015 году, 10 лет назад, я приехал в Казахстан, с России, встретился с одноклассниками, и мы там сидели у ребят на квартире, и я помню, мы обсуждали, кто чем занимается, кто что любит, и я говорю, ну вот, я люблю программировать. Тогда, то есть, я все равно занимался программированием, немножко на фоне учебы. И мне, помню, один из ребят сказал, ты не хочешь устроиться в Google? Я такой говорю, ты что, гонишь, что ли? Какой Google? То есть для меня это было настолько нереальным работать в этих международных компаниях, потому что, ну, это так все равно, что мне сказали, а что, не хочешь летать на Луну? Там? Вот, примерно для меня по достижению примерно эти две вещи были одинаковы в тот момент. Я прям очень удивился этому вопросу, но меня это просто, если честно, зацепил. Я подумал, а почему, ну, это вообще реально? А то есть, это как туда вообще можно устроиться? Я помню, пошел в интернет, начал смотреть всякие статьи по поводу того, как люди устраиваются в Google. И вот тогда только мне начали приходить мысли о том, что, ну, можно, в принципе, устроиться в международную компанию. Но как это сделать без знания языка, ну, то есть английского, которого на тот момент у меня не было, это я вообще даже не понимал. Вот, ну, я когда говорю про Google, то есть эти все компании, Google, Amazon, Microsoft, это примерно одного ранга компаний, то есть и примерно устроиться во все эти компании на работу примерно по сложности одинаково. Вот. Ну, получается, ты понимал, что нужны какие-то скиллы особенные, да, там знания языка и так далее, и ты с тех пор начал нарабатывать эти знания и начал идти к этому, да? Можно сказать, что вот этот друг, нечаянно его высказывание как-то смотивировало тебя, да? В какой-то момент была переключка. Да, мне казалось, начал думать о том, как вообще работать в этом направлении. Но все равно у меня не было такого, вот, все, я вот сейчас хочу устроиться в Google или Amazon, не было такого. То есть у меня было такое, что, ну, я просто хочу примерно работать в этом направлении, ну, как пойдет, так пойдет. И вот, то есть я понимал, что рано или поздно, возможно, это принесет какой-то результат мне, но и поэтому я буду этим заниматься. Например, я понимал, что мне по-любому нужно знать английский язык. Я понимал, что без этого просто, ну, в моей профессии никак. И поэтому я пытался сделать все возможное для того, чтобы выучить английский язык. И одним из тех штук, которые я пытался сделать, это было приехать на Тайвань. Потому что наш университет, он направлял раз в год, сейчас он уже перестал, но тогда он направлял раз в год сюда студентов на стажировку. И я, короче, пытался каждый год подаваться на эту стажировку, и меня постоянно отказывали. И я попал только с 4-го раза. То есть 4 года подряд я отправлял документы. И я помню, мне женщина с этого международного отдела сказала, что мне кажется, они тебя взяли, потому что ты просто их заколебал. Надоел, да? Да, надоел. Не сдаемся. Да, и поэтому они меня позвали. Вот, поехал сюда. Сюда приехал, конечно, у меня английский вообще практически нулевой, было очень тяжело вначале. То есть работать в компании, где все разговаривают на английском языке, было вообще нереально сложно. Но я понял, что вот этот челлендж мне очень понравился, потому что я понял, что это что такое, что я могу, в принципе, достичь. Просто нужно небольшое, ну, нужно упорство здесь. Вот, и поэтому, когда прошла эта стажировка, я вернулся обратно, и я вложил все усилия для того, чтобы вернуться сюда опять, на Тайвань. Потому что я понимал, что я приеду сюда, я смогу выучить английский язык, и это поможет в достижении моих целей.
А вообще, какие были сложности? Вот я вижу и слышу, что у тебя были амбиции, упорство. А вообще, было ли сложно или всегда все получалось с первого раза? Да, мне кажется, мне наоборот вообще никогда не получалось с первого раза, вообще никогда. И для меня на самом деле, мне кажется, это сигнал такой, если что-то получилось очень просто, скорее всего, что-то идет не так. Какой-то подвох. Да, что-то я тут делаю не так, что-то, ну, не должно быть так вообще, ну, в реальной жизни, потому что всегда должны быть проблемы, всегда должны быть какие-то испытания, то есть всегда должно что-то сначала не получаться, потом ты на своих ошибках учишься и пытаешься делать лучше. То есть, по сути, мне кажется, реально вся жизнь так, процент 90 у тебя ничего не получается, а процент 10 ты просто на основе своих ошибок, которые ты сделал, ты делаешь все хорошо. Классно, ты подходишь к челленджам и таким сложностям жизни, я бы сказала. Когда что-то не получается, я просто не расстраиваюсь. Я такой, ну, вначале, конечно, обидно, но потом мне это быстро проходит. Я такой, ну все, давай, чтобы в следующий раз так не было обидно, что мы будем здесь делать. То есть каждой своей ошибки я отношусь так, что нужно в следующий раз ее не допустить. И что нужно мне сделать так, чтобы эта ошибка не повторилась. Вот, и поэтому я думаю, что это очень важно всем так поступать, и тогда все получится. Позитивный настрой помогает очень хорошо, потому Да. что я думаю, что это очень важно, потому что очень многие начинают загоняться, говорить, все, не получилось, не пропустили, не дали шанс, все, я такой, я сякой, и это не мое, да. Да, Ну, и главное не сдаваться. Да, даже в Amazon, то есть были проблемы, когда я пытался устроиться, тоже заняло это очень много времени, и на самом деле, как бы странно не звучало, но для поступления в Amazon мне помог Google. Google. Да, помог Google, потому что изначально моя цель была Google. поступить в Google, да. И как это вышло, один из моих хороших друзей, его взяли в Google. И я просто помню, тогда мы так все офигели реально, потому что вот есть человек, которого мы знаем, вот он живой, вот он рядом, то есть вот он Из работает. простой семьи. Да, тоже, от нас он не сильно отличается, то же самое, как и мы, и вот он работает в Гугле. То есть это, первое, что нам открыло, это возможно. Второе, то, что мы могли к нему прийти и спросить, как тебе это удалось. И он мог нам рассказать, поделиться, что нам нужно делать. И все. И когда мы получили эту информацию, мы начали просто в ту сторону работать. Да. И, конечно, когда я пытался устроиться в Google, меня не отказывали, по-моему, раза. То есть, я помню, подался первый раз, они даже мое резюме не посмотрели, и просто пришел отказ. Вообще, они даже, по-моему, первый раз, они вообще даже не ответили. Второй раз, короче, я пришел к другу, говорю, почему мне они даже не ответили? Он говорит, ну нужно сделать реферал. Есть такая программа реферал, когда ты рекомендуешь своего друга. Он сделал мне рекомендацию, и в этот раз мне ответили просто отказом. Просто говорили, нет, ты нам не подходишь. Потом, короче, я решил, что нужно, видимо, что-то менять, может, в резюме, может, что-то я не так делаю, может, как-то я подачу неправильно делаю. Я начал в этом направлении работать, и потом я понял, все, здесь надо поправить где-то резюме, что получше сделать, получше им написать. Опять попросил друга сделать рекомендацию, отправил, и в этот раз они позвали на интервью, и тогда для меня был просто шок. Вау, меня позвали на интервью с самим Гуглом, они мне реально, вот, с Гугла кто-то мне ответил, прям вот человек с Гугла, и вот я могу с ним пообщаться, и будет интервью. Короче, прошло первое интервью, и мне пришел отказ. Я просто не подхожу, я плохо сделал интервью. Я такой, ну ладно, не сдаемся. Прошло, и там ты не можешь сразу подаваться, потому что нужно после отказа Какое-то ждать, время. по-моему, месяцев 6-8. После этого начал ждать 8 месяцев, опять подался. Уже не после первого интервью мне отказ сделали, в этот раз сделали отказ после 4-го интервью. То есть уже почти... Уже есть прогресс. Да, уже близко к этому, к поступлению в Google, и вот мне опять отказ. И потом такой, ну ладно, мы подготовимся еще получше, еще потренируемся. И вся эта тренировка, все заняло, мне кажется, года 3, может 2-3 года заняло. И в итоге, я помню, я уже почти прошел в Google, и там уже идет, короче, меня уже рассматривают какие-то команды, и все равно команды меня не захотели, и опять пришел отказ, и тогда я такой думаю, ну ладно, я буду продолжать готовиться, и потом опять подожду, и опять подамся, и опять буду проходить интервью. Но мне написал Amazon, и просто, мне кажется, когда мне Amazon уже написал, я уже был настолько подготовлен Гуглом, потому что они меня уже настолько натренировали. Да, и что в Amazon я прям сам был в шоке того, как я хорошо прошел эти интервью. И то есть я вообще налегке. Все, что не случается, любой отказ, это новая дверь к чему-то новому. Да, потому что, мне кажется, все ошибки, которые я мог сделать, я их просто уже сделал с Гуглом. И Amazon, когда Amazon делал мне интервью, я уже все знал, как нужно делать. Идеально. Да, все было просто настолько, все было максимально идеально. И все, и мне пришел оффер, предложение о работе, и все, и вот с того момента я работаю в Amazon. Вообще супер классно. Да. Позитивный настрой. Да.
да, упорство и вообще задаваться вопросом не за что это мне, а для чего это мне, да? Да, Для да. чего? Что я могу улучшить и где подкачаться. Да, Вот, и вот такие вот инсайты я для себя взяла, не знаю. И не нужно Интересно. сравнивать себя с другими людьми, потому что говорить, вот, этот человек, может, я умнее его, или он меньше готовился меня. Вот. Просто есть люди, которым везет. Допустим, они готовятся к собеседованию, допустим, 2 месяца, и их взяли в Google. А ты готовился, допустим, 2 года, да? Все делал, готовился, и тебя не взяли. И ты думаешь, а как так? Почему? Вот, и вот эти вопросы задавать вообще не нужно. Потому что тут ты просто нужно именно работать именно над своими ошибками, понимать, что именно тебе нужно исправить. Не нужно себя как-то сравнивать с другими или с каких-то причин, почему вот у него есть, а у меня нет. Это вообще не нужно как-то этим заниматься. То есть просто нужно именно фокусироваться на своих ошибках, понимать, что нужно сделать лучше, и все. И не смотреть ни на кого, и просто идти вперед и делать. Вот, кстати, что классно в Тайване, что даже в парках таких есть бесплатные туалеты публичные, видите? Бесплатные, не нужно Называется платить. биотуалеты, да, по-моему, Да. называется? Так, мы с ребятами заказали здесь попить себе чай и кофе. И в этой кафешке стоимость кофе, вот вы сами как донат кидаете деньги, сколько вам не жалко. Вкусный чай. Не, классно было. Чай вообще классный. А воздух вообще шикарный. Да, даже превышло мои ожидания. Я просто думал, скорее всего, там будет какая-то маленькая... В моей голове была какая-то такая маленькая кафешка, и там просто из окна можно будет что-то видеть вот так. А я не ожидал, что будет именно вот так. Прям вообще Вообще классно. в Тайване удобно. Тебе как нравится work-life balance в Тайване? Нравится ли? Я думаю, именно в Амазоне надо подчеркнуть, потому что здесь не все так однозначно. Ага. Вообще, как часто ты путешествуешь? Удобно ли жить, путешествовать в Тайване, из Тайваня? Как часто ты ездишь домой? И я знаю, что ты недавно свозил родителей, да, в путешествие. Да. Как все прошло?
Да, ну давай буду потихонечку отвечать на вопросы. Короче, по поводу work-life balance, это на самом деле все зависит от тебя. Вот как ты можешь все это комбинировать, как ты можешь работать, как ты можешь устраивать свою жизнь. Поэтому я стараюсь все это совмещать, потому что для меня, я считаю, что лучший отдых — это смена деятельности. То есть я по будням работаю, но иногда в будни я все равно пытаюсь заниматься спортом, там хожу на футбол, вот, иногда встречаюсь с друзьями вечером. А в выходные обязательно хочу куда-нибудь съездить, скорее всего, на природу. Куда-нибудь в горы, может сходить куда-нибудь в горы, либо съездить на какой-нибудь водопад, покупаться там, вот, либо на какие-нибудь горячие источники съездить, что это очень популярно в Тайване. Вот, поэтому, да, выходные, выходные будни провожу так. И потом, когда получается взять какой-нибудь отпуск небольшой здесь на Тайване, то я пытаюсь куда-нибудь выехать за границу, то есть Очень удобно. Да, за Тайвань, да, потому что здесь все рядом, допустим, то же самое Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Япония, Корея, все, вот, можно сказать, в шаговой реально доступности. Да. Вот, последний раз я летал в Таиланд с родителями. Получается, я хотел привезти родителей на Тайвань, но из-за того, что у них с английским все очень-очень плохо, и они очень переживали из-за пересадки. Поэтому мы решили встретиться в Таиланде, в Пхукете, там провести какое-то время, мы там провели 6 дней, и потом оттуда уже все вместе мы прилетели на Тайвань. Вот, им очень понравилось, это был их, по-моему, второй раз. В том году мы тоже так же делали, но мы делали через Корею. Но, к сожалению, в Корее было не так интересно, потому что это было в январе, и там было холодно, то есть, понятно, никаких пляжей, никаких таких, больших, длинных прогулок. В основном мы были там в ресторанах, а в этот раз я решил выбрать апрель, когда погода хорошая. Вот, и мы встретились в Таиланде. И им очень понравилось. Пляжный отдых. Пляжи, острова, это все. Слоны. Да, слоны, все очень понравилось, все классно. И все, и потом после этого мы все вместе прилетели на Тайвань. Вот, и им здесь тоже очень понравилось, тоже сходили в горы, сходили в храм, здесь местные погуляли, вот, поэтому здесь очень. Как ты думаешь, в детстве мог бы ты себе представить, что ты сейчас живешь вот эту вот жизнь, путешествуешь так часто? Вообще, наверное, вообще. Тяжело бы, наверное, было представить, не знаю, я думаю, то, что даже, мне кажется, если взять лет 10 назад, когда мне было 20 лет, я такую жизнь вообще не мог представить, потому что, мне кажется, когда 10 лет назад я даже никогда не мог подумать, что я смогу сюда приехать. Я помню, тогда были мои первые попытки приехать на Тайвань, то есть я пытался подаваться через свой университет на эту стажировку, и тогда мне отказывали. И тогда я думал, скорее всего, наверное, не получится, наверное, не судьба. Вот поэтому я бы вообще, то есть тогда даже думать не мог, что все так будет. Сложится. Да, Но твое упорство. Да. То есть реально, да, мне кажется. Work, да. Да, реально, то есть самое главное, мне кажется, это не сдаваться. Хотя звучит, наверное, банально и легко, но на самом деле это сложно. На самом деле, потому что реально, когда ты столько сил вкладываешь в что-то, и у тебя это не получается, и ты когда видишь другие люди, чуть-чуть там постарались, у них получилось. Это реально тебя демотивирует очень сильно. Но это самое главное, реально тут не сдаваться. Тут не надо смотреть на других. Потому что ты не знаешь, как у них все. Да. Тебе нужно только сфокусироваться на себе. Ты видишь только успех. Да, ты не видишь, что было за этим успехом. Да. Поэтому вот реально ошибки, фейлы, это все нормально. То есть просто нужно не сдаваться. Если ты реально, просто еще ты должен реально это хотеть. Если ты очень сильно хочешь, просто вот всё опускаешь все, да, и стараешься, делаешь все. И в итоге все получается, как правило. Прекрасный вид на Тайпэй. Вообще. Да. Сидим и просто кайфуем. Да, пьем чай. Тайваньский, с таких же высоких гор. Да. Вообще классно, да. Да. Классные истории, Алиш, у тебя сегодня получились, я думаю, очень мотивирующие. Чтобы подытожить, вот я знаю, что очень много людей любого возраста сейчас стоят перед выбором. Кто-то хочет поменять профессию, кто-то уже на кого-то выучился, боится, я не знаю, боится подаваться на какие-то позиции, на учебу и так далее. Вот что бы ты посоветовал людям при достижении их целей, мечт и так далее? Да, я, наверное, сегодня уже говорил, что главное не бояться ошибок, потому что и фейлов, потому что это все нормально, и не нужно как-то падать духом после этого. Это, мне кажется, одно из самых главных, потому что вот у тебя есть какая-то цель, ты хочешь ее достичь, и то есть тебе нужно понимать, что просто цели обычно, какие-то грандиозные цели, они просто так не достигаются. То есть нету простых путей, и не должно быть простых путей. Вот, поэтому
ты должен понимать, что будут какие-то вот вызовы, будет тяжелая работа, будут какие-то ошибки, какие-то проблемы, что-то будет не получаться, обязательно что-то будет не получаться. Но ты... Это нормально. Это нормально. Ты должен это воспринимать как это вот часть моей жизни, это должно быть так, и поэтому я просто должен вот видеть эти ошибки и все, и улучшать, и как-то улучшать себя. И то есть эти ошибки будут тебя преследовать всю твою жизнь. И нужно с этим просто смириться. Но при этом нужно просто двигаться в направлении твоей цели постоянно. И не сдаваться. Это, мне кажется, самое главное. Просто не сдаваться и просто вот делать, вот так вот долбить в одну точку, долбить в одну точку, пока эта точка не сломается, и все. И потом уже искать какие-то другие новые цели, если ты чего-то достиг. И просто никогда не останавливаться, потому что жизнь-то, она всегда меняется, ты меняешься, у тебя и твои цели, твои Вкусы, все меняется. Это предпочтения. нормально. Допустим, вот ты что-то хотел 20 лет, допустим, ты хотел одно. В 30 лет ты, возможно, захочешь совершенно другое. В 40 вообще другое. Это тоже нормально. Потому что ты как человек меняешься, окружение меняется, все вокруг тебя, все это меняется. И не нужно ничего бояться, переживать насчет этого. Просто нужно, если смотреть на себя, смотреть, что тебе нужно, и не бояться. И идти в ту сторону, в которую ты хочешь идти. Классно. Спасибо за рассказ такой открытый, за мотивацию, за советы. Я лично для себя много что поняла. И век живи, век учись. Да. И вообще люблю истории разных людей. Очень мотивирует, да. Спасибо. Да, Рахмет. да. Всем пока.